Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. В сегодняшнем видео я хочу коснуться нескольких тем. Прежде всего, это чем я подкармливаю свой виноградник. Очень часто задают такие вопросы при посещении моего виноградника. Также коснусь несколько выбор виноградных подвоев и о других, скажем так, насущных, интересующих проблем. Прежде всего, я хочу коснуться о подкормке своего виноградника. Но говоря на данную тему, я скажу, что существует несколько вариантов ведения своих виноградных кустов. Да, прежде всего, когда междурядья находится или под задернением, как у меня, или же под черным паром, или же находится под мульчированием. Также самая подкормка может быть минеральными удобрениями, да, когда или же вы сыпете под кусты, скажем так, различные минеральные удобрения, или же подаете через капельные ленты. В частности, я хочу рассказать лично о своем методе. Я никому данный метод не навязываю, не считаю, что он является абсолютно верным. Я постепенно пришел к данному методу, использую и считаю, что в моих условиях данный метод себя полностью оправдывает. Но давайте обо всем поподробнее. Опять же, хочу повториться, что я лишь даю информацию. Каждый человек получает ту или иную информацию, анализирует и принимает для себя решение конкретно под свои условия. Применять данную, скажем так, технологию или же применять что-то свое. Опять же, не считаю, что данные другие технологии чем-то не самодостаточными. Каждая технология имеет право быть и с успехом применяется. Я лишь хочу рассказать о своем методе. В данном случае у меня виноградник находится под задернением, да? То есть, что подразумевает под собой, когда находится трава, да? Трава может быть различных видов. Я ничего здесь сам не сажал. Данная трава, она сама по себе выросла, и значит, в природе, в данной местности, данная трава подходит наиболее успешно. Наличие задернения травы какие решает роли, да? Скажем так, когда растет трава, она выравнивает pH грунта. Я в свое время смотрел видеоролики, к сожалению, он уже давно перестал выкладывать видеоролики. Скажем, каждый его видеоролик, на мой взгляд, очень ценный, там кладезь информации. Посмотрите, пожалуйста, в ютубе Сергей Сидоряка. Ну, я не знаю, я в свое время учился у данного виноградаря, и в дальнейшем я это все дело искал, другие информации. В общем, наличие задернения выравнивает pH земли. Если у вас почва щелочная, наличие задернения травы выравнивает в сторону нейтральной. А если у вас почва кислая, то же самое, она его выравнивает. Также наличие живых корней в земле очень благоприятно влияет на наличие микроорганизмов, которые в свою очередь играют очень большую роль в переработке различных питательных веществ. Если взять наши виноградные растения, то вся энергия, которая доступна нашему винограду, она поступает через виноградные листья, да? Через корневую систему поступают различные макро-микроэлементы через корневую систему, которые поступают с помощью воды на виноградные листья, и при помощи фотосинтеза это все перерабатывается в различные крахмалы, углеводы, то есть из неорганических соединений это все переходит в органику. И это все за счет энергии солнца, за счет фотосинтеза. Так уж сложилось, что за, скажем так, тысячелетия, да, или растения являются единственными организмами, которые способны
из неорганических соединений перерабатывать в органические соединения при помощи энергии Солнца, при помощи фотосинтеза. В последующем его поедают другие организмы, и мы точно так же в том числе, да, мы поедаем другие, скажем так, организмы или же растительные, которые перерабатываются за счет энергии Солнца, за счет фотосинтеза. Это то, что касаемо данного метода. То, что задернение также самое подразумевает то, что корни растений через 3, 4, 5 лет отмирают, и в земле остаются корешки наших виноградных растений. Также земля становится структурированной. Через вот эти поры, получается, поступает и вода, и воздух. Если виноградники у вас находятся под черным паром, то данный метод подразумевает, что раз в 2-3 года нужно вносить большую органику, большую дозу. Это нужно где-то приобретать, его заносить, перекапывать. Ну, это очень большой физический труд. Многие знают, что такое удобрение, да, то есть перегной. Это, в свою очередь, бывшая трава, которая прошла через желудок крупнорогатого скота, да, или же через организм животного, и дала, скажем так, молоко, шерсть, мясо, и отходы, она, скажем так, мы ее используем как удобрение. Так вот, если траву скашивать и оставлять на постоянном месте, то, ну, грубо я буду объяснять, что и молоко, и мясо, и шерсть будет оставаться здесь на постоянном месте, то есть на земле. В общем, наличие задернения решает очень много различных факторов. Также самое знаем, что виноградное растение из земли берет те микро-макроэлементы, которые присущи данному растению, да, винограду. Так вот, наличие травы получается разнообразие. Трава работает в свою очередь, да, берет те микроэлементы, которые из почвы при помощи энергии солнца, фотосинтеза. Это все дело перерабатывается. В дальнейшем наличие задернения подразумевает, что мы его должны постоянно скашивать. То есть скашивая, оставлять его на постоянном месте. То есть получается растительные остатки от травы. Это та же самая, скажем так, органика, которая находится на поверхности почвы, и с годами она все перегнивает, перерабатывается различными бактериями, дождевыми червями, также самое грибами, и в конечном итоге все это попадает на наши виноградные растения. Естественно, данный метод, он долгоиграющий. Чтобы в полной мере ощутить все преимущества от задернения, нужно, чтобы прошло 5-6 лет. Я, в свою очередь, ответственно могу заявить, что не использую никакое минеральное удобрение. То есть я не применяю никаких подкормок через капельную ленту, или же органику я сюда не вношу. Я лишь использую задернение, которое в последующем это все перекашивается. Так вот, также самое наличие задернения, она благоприятно влияет в ведении данной агротехники в плане того, что это дополнительные ресурсы. Да, я то, что говорил, вся энергия, которая поступает, микро-макроэлементы, это процессы фотосинтеза, которые происходят в зеленом листе. Да? Так же самое, как у виноградного растения, точно так же данная трава играет очень благоприятную роль. То есть ваше удобрение растет на месте, его нужно лишь скашивать. Существуют различные мнения, что наличие задернения развиваются различные вредители, буйловидная цикадка и так далее. Скажу, что если вы даже будете держать под черным паром, она у вас все равно может появиться. То есть данная проблема решается при помощи обработки системными инсектицидами. Это то, что касается моего метода, моей, скажем так, агротехники, да, как я пришел к данному. Я смотрел очень много различных видеороликов, на сегодняшний день они доступны. Можете смотреть как почва образуется, какую роль играет различные растения. То есть это все взаимосвязано.
Теперь поговорим о технических средствах, да, которые наличие задернения подразумевает, что мы его должны скашивать. Так вот, междурядье я скашиваю при помощи газонокосилки. Не задавайте мне вопросов, какая модель, какую лучше использовать. В этом случае каждый для себя выберет свой тип газонокосилки. Электрический, аккумуляторный или же бензиновый. Также самое при скашивании междурядий мы не всегда можем подлезть под виноградные кусты. Так вот, для того, чтобы скосить под виноградными кустами, я использую вот такую вот косу, да, которая на леске. Естественно, мы должны немножко выше приподнять наши виноградные грозди. Я в дальнейшем хочу и планирую ее немножко реконструировать, поднять немного выше, сделать где-то сантиметров 90 до 1 метра, чтобы уйти от вот этого скашивания. Но опять же, я пользуюсь данным методом уже не 1 год, и никаких проблем у меня насчет бить, да, то, что ягоды пробиваются, не ощущались. Это то, что касается содержания и подкормки моего виноградника. То есть я уже на протяжении более 8-9 лет свой виноградник ничем не подкармливаю. Удобрением для моих виноградных кустов являются лишь растительные остатки. Так же самое в осенний период я лозу перерабатываю через измельчитель. Так же самое она уходит у меня для подсыпки на междурядье. Если вы здесь видите, здесь видим вот остатки. Это вот буквально 2-3 года назад, который находился, да. Естественно, должно пройти время, 2-3 года, и она постепенно в той или иной мере переработана различными микроорганизмами, попадет в свое время к корням наших виноградных растений. Естественно, будут задаваться вопросы, как же так, что мы выносим при помощи ягод большое количество урожая, да, то есть мы должны его компенсировать. Так вот, компенсирует вынос вот этих микро-макроэлементов за счет задернения. То есть, условно говоря, если трава для своего роста берет, условно говоря, 50 элементов питания, да, то есть когда она вырастает, мы ее срезаем и оставляем перегнивать на постоянном месте, она возвращает в почву значительно больше, чем она для данной цели потребляет. То есть ваша задача лишь косить и оставлять все на постоянном месте, да, то есть где траву скосили, там она и осталась. Также самое могут возникнуть вопросы, как данный метод задернения начать или применить. Я в свою очередь начинал следующим образом. Когда я принял для себя решение, я высадил люцерку. То есть люцерна это такая, скажем так, трава, у которой корневая система уходит глубоко в почву, до 1 метра, имеет стержневую, скажем так, корневую систему, которая пронизывает нашу почву, и она становится со временем, когда она погибает, остаются вот эти канальца. И скажу, что в данном случае у меня серая тяжелая глина, для тех, кто будет задавать данный вопрос. Также самое, наличие задернения. Я знаю, что у всех почвы разные, благоприятно будет играть свою роль у всех типов почв. И опять же повторяюсь, я не считаю, что это самый правильный метод. Я в свою очередь, смотря различные видеоролики, есть очень много про покровные культуры, образование почвы, про структурированные почвы. Пришел к данному методу и с успехом ее применяю. То есть у меня имеется хорошая нагрузка и имея такой урожай ежегодно, я могу сказать, что данный метод работает. То есть берите на вооружение, кому интересно, пользуйтесь. Но опять же, для этого нужно, чтобы прошло минимум 5-6 лет, да, чтобы в полной мере ощутить все преимущества задернения. Теперь так же самое мы, виноградари, да, и любые, скажем так, люди
самую начальную точку или же получение информации черпаем из книг, где профессоры, ученые, виноградари писали, то есть проводили научный труд, и наблюдая за одними и теми же процессами в течение там 5-10 лет и описывали его всего, допустим, на одну страницу. То есть нужно уделить время, 5 минут, прочитать данную информацию, проанализировать. То есть он копил данные знания на протяжении 10 лет, а мы всего за 5 минут этим всем делом воспользовались. Так же самое, наука на месте не стоит. Я знаю, что у меня книги старые, 70-х, 80-х годов, да, то есть там информация можно считать базовой, но, как говорится, для себя мы открываем что-то новое. Вот недавно я видел видеоролик, для себя лично открыл новую информацию. Это про EC воды, да, про pH воды, это как должен быть выглядит наш раствор, то есть баковая смесь при обработке виноградных листьев. Также самое в полной мере можно использовать при листовых подкормках. Я снимал в свое время видеоролик 4 правила обработки наших виноградных листьев, да, то есть где учитываются различные факторы. Кому интересно, можете у меня на канале найти, посмотреть, по-моему, года 2 назад снимал. Так вот, можно 5-й методом вставить сюда, так как pH воды играет очень большую роль. Также самое EC. Также самое скажу, что в YouTube есть виноградарь, виноградник Киру, снял видеоролик про EC, очень подробно объяснил, рассказал, то есть на бумаге, там очень подробно, можете зайти посмотреть. Также самое есть злый виноградарь, да, злой виноградарь, также самое очень делает хорошие видеоролики, полностью разжевывает, скажем так, всю информацию, черпает различных источников. Остается только смотреть и пользоваться данными знаниями, которые они вам дают. Я описание к данным видеороликам оставлю в первом комментарии, закреплю. Кому интересно, зайдите, посетите. Там очень много полезной информации. Также самое, очень часто задают вопросы, какой виноградный подвой выбрать. Что лучше. Сразу я снимал на данную тему видеоролик, но, видимо, ну, наверное, опять нужно вернуться к данной теме. Ребят, сразу скажу, что нет идеальных подвоев. Не существует. Если был бы идеальный подвой, он был бы всего один. Существует бесчисленное количество различных подвоев, которые имеют как свои плюсы, так и свои минусы. И используя все преимущества каждого подвоя, можно подобрать тот подвой, который вам необходим, так как у нас различные условия, как по почве, так по климату, так и по, скажем так, созреваемости, по агротехнике, по расположению междурядий. На это все влияет выбор виноградного подвоя. Также самое, у меня виноград, то есть саженцы, которые я реализую, привиты на подвое Cobber 5BB. Хочу сказать, почему я именно выбрал данный виноградный подвой. В данном случае первая характеристика при выборе виноградных подвоев, опять же говорю, на мой взгляд, это количество активной извести в почве. То есть это краеугольный момент, от которого нужно дальше плясать. Да? То есть у Cobber 5BB 20% устойчивость к активной извести. На мой взгляд, и вообще в характеристиках считается Cobber 5BB наиболее универсальный и подходящий для многих типов почв. Да, у него есть свои минусы. Также самое существуют различные виноградные подвои. То есть, опять же, при выборе виноградных подвоев лично я советую в первую очередь руководствоваться содержанием активной извести. И в последующем, изучая те или иные характеристики, возможности различных подвоев, можно подобрать для себя тот или иной подвой. Также самое звонят виноградари, которые пытаются или же хотят заложить в больших объемах, в промышленных масштабах виноградники и спрашивают о выборе виноградных подвоев. Я сразу скажу, что это очень тяжелый вопрос, который требует квалифицированного изучения данного вопроса не просто так и подбирается в зависимости от агротехники, от расстояния между кустами, от расстояния между рядами, наличие
влаги, то есть почва, какая у него активная известь, тяжелая почва, климат какой, засушливый. И вообще говоря, промышленное виноградарство, мы должны понимать, что виноградарство в промышленных масштабах, соответственно, занимается более южные, скажем так, более благоприятные в этом отношении. Более северные, на сегодняшний день она уже уходит более северные, в любительских отношениях, которые высаживают виноградари в любительских, скажем так, для себя, да, хотя и для рынка тоже, но опять же в промышленных масштабах есть специальные, зоны, где она выращивается традиционно. Так вот, выбирая и подбирая те или иные виноградные подвои, если вы хотите для себя изучить каждые характеристики того или иного виноградного подвоя. Это на сегодняшний день не новая информация. Часто задают вопросы, а что вы думаете о Вируле 3 или что вы думаете о подвое Андрес? Ребята, все виноградные подвои доступны в общем доступе, да, и если зайти, посмотреть характеристики, это не секретная информация, можно изучить все преимущества, все отрицательные моменты и воспользоваться данной информацией. Также самое, есть такой момент, как получить привитую растение, да, нашего винограда. Есть один из методов, который можно использовать в полной мере, это посадить виноградный подвой на постоянное место. Да, через год-два его можно с успехом перепривить тот или иной сорт, который вам необходим. Данный метод можно использовать, если вы, допустим, ищете подвой с каким-нибудь сортом. К примеру, ищете аватар на Рипаре Рупестри 101.14 или же на подвое Андрес или и так далее. То есть, а его в наличии нет. Так, в данном случае можно найти тот подвой, который вас интересует, высадить его на постоянное место и в последующем перепривить. Так же самое бывает зачастую, я сажу виноградные подвои на постоянное место, так как приобретая различные новинки, которые еще даже не появились или же о которых я мечтаю, а виноградный подвой уже растет на постоянном месте. Так же самое комбинация различных виноградных сортов с различными подвоями, как они себя поведут. Так же самое при выращивании в промышленных масштабах различных виноградных сортов существует понятие как товарная ягода, да. Так же самое различный подвой играет влияние на окрас ягоды. Проводили различные опыты, испытания. Но опять же, данный вопрос, он актуален, требует большого количества времени. Я, в свою очередь, высаживаю различные типы подвоев. Со временем мне это интересно. Буду прививать различные новинки и смотреть, как один и тот же сорт будет вести на различных подвоях. Это вот вкратце, о чем я хотел сегодня рассказать. Получился, наверное, очень длительный видеоролик. Я надеюсь, вы для себя что-то из него подчеркнете новое. Также самое получите информацию. В любом случае, получая ту или иную информацию, вы для себя должны принимать решение. Или пользоваться данным методом, или не пользоваться. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Всем пока, до новых видео.